Вы на канале «Готовим просто, вкусно, быстро». Сегодня рецепт блинов на опаре. Блинчики, приготовленные таким способом, получаются мягкими, вкусными, ну и, конечно же, с дырочками. Начну с приготовления опары. Вливаю в кастрюлю стакан теплой воды. Добавляю сюда 20 грамм дрожжей. Я использую сырые. Кладу 1 чайную ложку сахара, размешиваю. Всыпаю 250 грамм муки, половину из требуемого количества. Размешиваю до гладкости. Если опара получится очень густой, добавьте немного теплой воды. Накрываю полотенцем и убираю в теплое место подходить. У меня на это ушло 30 минут. Опара подошла. Добавляю яйцо, 2 столовых ложки сахара, чайную ложку соли, столовую ложку подсолнечного масла. Можно сливочного. Все перемешиваю. Постепенно всыпаю оставшуюся муку и хорошо размешиваю. Тесто получается вот таким густым. Затем развожу его горячим молоком. Можно замесить на воде. Вливаю его постепенно, каждый раз вымешивая тесто до однородности. Накрываю и ставлю в теплое место подходить. Когда тесто поднимется, размешиваю его, чтобы оно осело. Снова ставлю в теплое место. Даю тесту подняться дважды. Хорошие блины получаются тогда, когда тесто подошло не менее 2-3 раз. Тесто поднялось. Буду выпекать. На смазанную маслом хорошо нагретую сковороду наливаю тесто. Переворачиваю. Вот такая гора вкусных, мягких и ароматных блинов получилась. Наливаю чай и подаю к ним мед. Можно сметану, но с медом мне нравится больше. Хочу поделиться с вами рецептом своих блинов. Получается, они у меня не кудрявые, не дырявые, а просто вкусные. Выкладываю в миску 250 грамм сметаны. Вливаю 250 грамм молока. Все хорошо размешиваю. Яйцо взбиваю. Добавляю к нему сахар и растираю до полного его растворения. Вливаю яйцо, сметанно-молочную смесь. Всыпаю ванилин, соль. Все хорошо перемешиваю до однородной массы. Постепенно ввожу муку. Всего 250 грамм. Размешиваю, чтобы не было комочков. Вливаю столовую ложку подсолнечного масла, перемешиваю. Тесто не должно быть густым. Соду не добавляю. Вот такое пузырчатое тесто получается. На хорошо разогретую и смазанную маслом сковороду выливаю тесто и выпекаю блины. Если вы будете заворачивать в них начинку, то выпекайте только с одной стороны. Готовые блины подаю к столу. Из этого количества продуктов получилось 12 блинов. Подаю к ним сметану, варенье или мед. Получились они мягкие и очень вкусные. А если их приготовить на деревенской сметане, то будет еще вкуснее. По старинному русскому рецепту на пшенной каше. Блины получаются пышные, с дырочками и тающими во рту. Как мне кажется, намного вкуснее традиционных блинов на дрожжах. Правда, процесс приготовления немного сложнее, но они того стоят, уж поверьте. Начну с приготовления каши. Беру 100 грамм пшена, хорошо его промываю. Кашу варить буду в мультиварке, но это не принципиально, просто в ней удобнее. Наливаю 500 грамм молока, сварить ее можно и на воде, тогда тесто замешивается на молоке. Добавляю сюда соль и сахар по вкусу. Всыпаю крупу и ставлю вариться до средней густоты. У меня в мультиварке она варилась 25 минут. Каша приготовилась. Вот такая она должна получиться.
Развожу 25 грамм дрожжей в половине стакана теплой воды. Добавляю сюда чайную ложку сахара, перемешиваю. Дрожжи можно развести в молоке. Я не буду ждать, когда они подойдут. Выкладываю в посуду остывшую кашу. Вливаю в нее разведенные дрожжи. Солю. Добавляю яйца, сахар, подсолнечное масло. Можно сливочное. Перемешиваю и перебиваю все блендером до однородности. Постепенно выливаю 1,5 стакана теплой воды. Если кашу варили на воде, то тесто делается на молоке. А можно все полностью приготовить на молоке, но мне больше нравится именно с добавлением воды. Так блины остаются дольше мягкими. Небольшими порциями всыпаю всю муку, размешиваю. Накрываю посуду и ставлю тесто подходить. Тесто поднялось. У меня на это ушло ровно 15 минут. Дрожжи свежие, подходят быстро. Буду выпекать блины. Наливаю на смазанное маслом хорошо разогретую сковороду тесто, равномерно распределяя его по всей сковороде. Переворачиваю. Вот такие блины получились. Румяные, с дырочками, мягкие, вкусные, тающие во рту. Из этого количества теста вышло 13 блинов. От таких блинов невозможно оторваться. Даже я их ем с удовольствием, при том, что я не очень люблю блины. Если вам понравился рецепт, поделитесь им в соцсетях. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.